Всем привет! Я веду съемку из аэропорта города Риги, который находится в Северной Европе. Примерно через час мы планируем вылететь из него на Мальту. Мальта – это очень маленькая островная страна в Южной Европе. Я бы даже сказал, что это самая южная точка Европы. От ее берегов до берегов Африки всего 230 километров. Полетим мы на таком же самолете, как и этот, но другой авиакомпании. А сейчас мы уже внутри нужного нам авиалайнера и вместе с другими пассажирами путешествуем по аэродрому в поисках взлетно-посадочной полосы. Длина последней составляет здесь 3 километра 200 метров, и данное обстоятельство позволяет принимать на ней практически все виды самолетов. Найдя нужную дорогу в небо, летчики втопили педальку газа до упора, и мы, вжавшись в спинки сидений, ждем момента, который называется точка невозврата, или, проще говоря, мгновение отрыва нашего авиалайнера от земли. И вот этот момент настал, и самолет, задрав нос кверху, резко стал набирать высоту. И данный процесс будет продолжаться, пока наше воздушное судно не достигнет своего эшелона, который, как правило, находится в диапазоне высот от 9 до 11 километров над уровнем моря. А здесь мы вошли в облачность, и я предлагаю посмотреть маршрут нашего движения до нужной точки. Данный рейс выполняется по воздушному пространству таких стран, как Латвия, Литва, Польша, Словакия, Венгрия, Хорватия, Босния и Герцеговина и Италия. В данном месте облачность позволила наконец рассмотреть земную поверхность, и мы увидели озеро Пливское и Малопливское. Они находятся в Боснии и Герцеговине и являются популярным местом отдыха. А еще на его северном берегу, в местечке Мостич, находится интересная достопримечательность, представляющая собой необычные водяные мельницы. Они были построены в период турецкой оккупации этих мест и использовались для перемолки зерна. А в 5 километрах за озерами речка Плива, которая протекает через них, низвергается вниз с Пливского водопада. И эта красота находится в городе Яйцы, название которого так и переводится – Яйцо. Время от времени мимо пролетают другие пассажирские самолеты, но делают они это так быстро, что я успеваю только включить видеокамеру, а увеличить картинку не успеваю. А здесь у нас уже начинается Адриатическое море, и это значит, что мы сейчас находимся в воздушном пространстве Хорватии. А вот и горный хребет Биокова. Его высшая точка находится на высоте 1762 метра и называется горой Святи Юра. На последней имеется телевизионная вышка и церковь Святого Георгия с колоколом. Ну и, конечно же, отсюда открываются лучшие виды на окрестности. А вот это хорватский остров Брач. Он очень популярен в летний пляжный сезон. А его пляж Златни Рат с белоснежной галькой считается самым красивым пляжем Хорватии. Следующий остров, как и все остальные вплоть до берегов Италии, также хорватский. Он называется Хвар. И также весьма известен своими пляжами и сосновыми лесами. А это остров Щедро, известный своими многочисленными бухтами, укрытыми от морских волн. Но эта информация главным образом для владельцев яхт.
А это последний большой остров на пути в Италию – остров Корчула, который раньше назывался Черная Киркира в честь одноименной греческой колонии в восточной части острова. Сегодня этот город называется Корчула, и именно он является главной архитектурной достопримечательностью острова. Данный остров называется Ластово. Он известен своим изрезанным берегом и морским маяком. Летим дальше и видим маленький островок Сушец, который известен своим маяком с размещенным в нем отелем. А это у нас последние острова перед Апеннинским полуостровом. Называются они архипелагом Палагружа. Острова эти необитаемые, и на них находится природный заповедник. И, конечно же, маяк, который также иногда используется как отель. Я ни разу пока не был в Италии, но над ней сейчас полечу уже в 3-й раз. Да, суша впереди по курсу – это уже Италия. А если быть точнее, то это полуостров Гаргана, который очень интересен своей береговой линией, а также одноименным природным парком. В последнем находятся типичные для юго-восточной Италии леса, озера и животные. Через парк проложено множество пешеходных маршрутов, очень популярных среди любителей активного отдыха. А здесь, в выступающей части полуострова, расположен очень красивый портово-курортный городок Виесте с отличными пляжами и видами на старый город. А там в дымке укрылся старинный город Бари, рядом с которым находится международный аэропорт, благодаря которому можно прилететь в эти места напрямую. Пролетев над материковой Италией, мы оказались над Тирренским морем, в котором находится группа островов, помеченная на карте как Липарские. Но в жизни часто используется название Эолийские. И первым островом на нашем пути оказался Стромболи. На нем находится действующий одноименный вулкан, который не затихает уже 2000 лет, постоянно что-то выбрасывая в атмосферу. Данный маленький островок называется Панарея. На нем проживает 2500 человек, и он представляет себя застывший вулкан. А данный остров носит название Салина и является самым плодородным из всех обозначенных островов. Этот факт проявляет себя в экспорте с него многих сотен тонн каперсов ежегодно. Последние являются сильнейшей, а следовательно ценной приправой. Сейчас в центре экрана остров Липари, самый крупный из Эолийских островов. Он также вулканического происхождения, и его вулкан считается действующим. Остров является крупнейшим мировым поставщиком светлой пемзы, который является продуктом вулканической деятельности. А вот этот остров – последний на нашем пути в Сицилию, если, конечно, не считать, что Сицилия тоже остров. Называется он Вулькано, и само название подсказывает, что он также имеет вулканическую сущность. И действительно, на острове находится действующий вулкан, который очень популярен у туристов. До 19 века остров был главным местом в Италии по добыче серы, которая также является продуктом вулканической деятельности. И вот, наконец, самый большой и самый известный остров на нашем пути – Сицилия. Родина Коза Ностры, Архимеда, футбольного клуба Кальяри и вулкана Этна. Северная часть острова более гористая, но там, где горы не подходят вплотную к воде, практически везде галечные пляжи. Если вы обратили внимание, облака в этих местах расположены исключительно над сушей, и по их очертанию можно легко узнать контуры выступающей над морем земной поверхности. Сейчас мы пролетаем над горной деревушкой Галатима Мертина. А вон там, среди облаков, виднеется самая высокая точка Сицилии – вулкан Этна. Причем я вижу на его вершине местами снег.
Еще одна попытка заснять спрятавшийся за облаками вулкан. Но тоже видок так себе. А это уже южная часть острова. И как видите, здесь уже все поделено на земельные участки. В этом месте находится итальянский курортный городок Санта-Барбара, который является частью самого популярного курорта юга Сицилии Марина ди Рагуза. Наш самолет тем временем начал уже снижение, и мы прощаемся с воздушным пространством Сицилии и Италии. На подлете к Мальте в море стоит довольно много транспортных судов, ждущих своей очереди для захода в порт. А вот и сам остров Мальта, встречающий нас в этом месте скалистым берегом. Лесов на нем, как можно видеть, нет. Сплошные земельные участки, подпадающие под определение сельхозугодия. Ну вот, собственно, и весь полет. Сели, как всегда, удачно. Погода соответствует ожидаемой. Это у нас вид на Мальтийский международный аэропорт Святого Луки со стороны летного поля. А это уже картинка данного транспортного узла со стороны привокзальной площади. Ну и сама привокзальная площадь, представляющая из себя, как и везде, большую автостоянку. На этом говорю всем пока и до новых встреч!